И если вы помните мое последнее видео и досмотрели его до конца, то вспомните, что я тогда рассуждала о дружбе и благодарности, которые возникли благодаря огромной поддержке Тэхёна Чингуку в начале их отношений, и о том, насколько неразлучными они стали после того, как Тэхён решил сблизиться. Возвращаясь к прошлому году, могу сказать, что между ними была большая романтическая разница, поскольку они проверяли свои границы и экспериментировали с фан-сервисом, стремясь получить положительный отклик на свои мысли. Также бросалась в глаза очевидная ревность Чингука, которая оказалась контрпродуктивной для него, несмотря на харизматичную и кокетливую личность Тэхёна в то время. Это подводит нас к участию Бэнгтон в прошлом мероприятии, где Тэхён и Чингук показали, насколько милыми и близкими они были, возможно, потому что Чингук все еще находился в подвешенном состоянии, преодолевая свою застенчивость и общаясь с айдолами, поэтому он оставался рядом с Тэхёном, как со своей зоной комфорта. Чингук особенно хотел сфотографировать Тэхёна, который не сдавался, несмотря на усталость, хотя это не мешало Чингуку лукаво улыбаться, радуясь достигнутому. Затем они разговаривают, и Тэхён делает что-то забавное. Чингук внезапно подходит и обнимает его сзади, начиная проводить его по маршруту, что показывает, что Чингук уже начал контактный эксперимент, не дожидаясь давления со стороны Тэхёна. Между ними чувствуется близость и комфорт, Чингук подходит, чтобы дать ему воды, и они остаются очень близко друг к другу, даже несмотря на присутствие других участников группы, словно между ними образуется некая липкая пузырчатая оболочка. На этот раз Чингук начинает без всякого давления, как будто он действительно хочет поддерживать контакт, который стал для них обычным делом. Это, конечно, подтверждает плоды усилий Тэхёна, который пытается сблизиться с ним и стать чем-то большим, чем просто знакомым и коллегой. 5 февраля нам посчастливилось увидеть Чингука, слишком комфортно чувствующего себя между ног Тэхёна, несмотря на то, что ему требовалось много места, чтобы быть наравне со всеми. Это показывает, что к этому моменту между ними уже появилась уверенность, которая вначале была недопустима. Во время встречи мы поняли, что даже объятия между ними стали более уместны. В прошлом, для журнала, посвященного Чингуку и Тэхёну, среди множества вопросов, на которые их попросили ответить, в том номере их попросили назвать 2 места, которые они хотели бы посетить вместе. Тэхён ответил точно так, как их спросили, а Чингук сказал, что пока он с Тэхёном, он будет счастлив, куда бы они ни пошли, и что им будет весело даже там. Вот тут-то все и начинает становиться страннее. Они на самом деле не были влюблены, они даже не думали об этом с тех пор, как у них впервые возникли чувства. Конечно, вы можете видеть это по-разному, но мое намерение заключалось лишь в том, чтобы показать, во что я верю и что думаю. Возможно, чувств еще не было, но намерение определенно присутствовало, и как странно было то, что они не избегали смотреть друг на друга. Что подводит нас к фан-встрече, которая состоялась в феврале. Чингук и Тэхён, как обычно, оставались совершенно невозмутимыми, когда увидели нас. В какой-то момент Чингук, казалось, почувствовал удушье и начал тянуть галстук. Тэхён внезапно заметил его действие, как будто у него возникла какая-то реакция, заставившая его облизнуть губы, в то время как Юнги стоял рядом, привлекая их внимание. Этот жест, вероятно, был неосознанным, без какого-либо намерения, кроме как облизать губы в тот момент, когда он посмотрел именно на это место, потому что, как я еще раз повторяю, они находились на стадии развития отношений. Тэхён чувствовал притяжение в этом действии и каким-то образом подсознательно почувствовал потребность смотреть на него дольше. Но они еще не были близки к тому, чтобы так внезапно что-то почувствовать друг другу, по крайней мере, не в тот момент. Они сближались, и между ними возникало ощущение братства, висящего на тонкой нити, связывающей их дружбу и то, что они могли бы найти вместе. Это мог быть просто обычный жест, они просто играли друг с другом, и между ними было нечто постоянное. Взгляды и улыбки, которые случались, когда они находились слишком близко, словно убежище, которое Чингук всегда искал в Тэхён. Это, конечно, не мешает кому-то начать обретать уверенность в плане флирта, который начинает проявляться, он хорошо известен и не очень завуалирован, и мы видим, что он присутствует, хотя все, возможно, это заметили, потому что в течение следующего месяца это стало еще более очевидным.
С марта того же года состоялась церемония поступления Чингука в старшую школу, и в одном из эпизодов BTS было показано, что рыжеволосый Тэхён действительно был окружен кокетливой аурой, когда он подошел к Чингуку и обнял его, чтобы притянуть к себе. Чингук был довольно застенчив, но даже улыбался и не отвергал прикосновения Тэхёна, так что, похоже, он вполне привык к проявлениям нежности со стороны Тэхёна. Он был кокетлив и смел, даже толкал друг друга головой и поддерживал чрезмерный зрительный контакт. Конечно, было довольно легко предположить, что что-то произойдет, я тогда не сказала точно, но как-то они стали еще более привязчивыми, Чингук не отвергал его прикосновения и немного смущался, что Тэхён рядом с ним. Возможно, это преодолевало барьер, который он преодолел с первого раза, когда Тэхён так баловал его, и стало более очевидно, что он принимал ласки, которые Тэхён хотел ему подарить. Даже Чингук в прошлые годы прекрасно помнит, что Тэхён был довольно кокетливым, когда у него были цветные волосы, что, возможно, подтверждает, что флирт с ним был не раз. 20 марта участники попросили Чингука исполнить хореографию песни «Boy in Love» из Bangtan Bomb. С этого момента, можно сказать, началось сближение Тэхёна с Чингуком, поскольку мы видим, как он подталкивал его к этому. Чингук был слишком стеснительным, но не отказался, в то время как остальные просто смотрели на него с широкими улыбками. Вскоре он закончил, и все начали подшучивать над ним. Затем Тэхён протянул ему напиток и решил крепко обнять его. Потому что Чингук не сдерживался в тот момент, возможно, чтобы смягчить дискомфорт, который он не мог испытывать по отношению к Чингуку. Это продолжалось и в течение следующих нескольких месяцев. Тэхён, казалось, полностью погружался в танцы, которые Чингук исполнял под песни женских групп, которые ему показывали на корейских мероприятиях. И я не утверждаю ничего наверняка, но подозреваю, что Тэхён первым испытал к Чингуку небратские чувства. Возможно, это было восхищение или какая-то привязанность, которая начала перерастать в нечто большее, чем просто дружба, потому что с апреля произошли события, которые изменили мою прежнюю точку зрения. Одно из них, конечно же, пародия участников Bangtan на импровизированный скетч, где Чингук впервые влюбился, и парень давал советы о том, как признаться в своих чувствах. Некоторые предполагали, что действия Тэхёна, когда он приблизился к его лицу и его губы оказались на несколько сантиметров ближе к губам Чингука, были просто импульсивными. Мы видим разницу между попыткой Сокджина приблизиться к лицу Чингука и его реакцией на очевидное приближение, и тем, как он молчал и слишком надеялся на приближение Тэхёна. И хотя это могло быть чистой игрой, это все еще неизвестно. В апреле Чингук снова признался во всем, что, по его словам, ему известно. Во время задания для шоу «Чемпион» парни поменялись ролями, на этот раз Тэхён на некоторое время стал лидером группы. Чингук воспользовался этим случаем, чтобы сказать ему, что он самый красивый лидер в мире, хотя самым красивым должен быть Юнги в задании. Мне было забавно узнать, что для Чингука никто не красивее Тэхёна. Во время автограф-сессии Тэхён и Чингук вместе спели песню «Мне нужно тебе кое-что сказать». «Эй, я бы хотел, чтобы ты был частью этого». Именно поэтому Чингук внезапно смутился и, улыбаясь, ударил его по руке. 13 июня появились видеозаписи вечеринки годичной давности, которая в основном состояла из чтения анонимных писем, оставленных самими участниками, чтобы другие могли узнать, что их беспокоит в других, не говоря им об этом напрямую. В данном случае Чимин зачитал записку, в которой говорилось, что прикасаться к бедрам других людей – это удел извращенцев. Тэхён признался, что написал это письмо Чимину, когда тот постоянно делал это во время своего участия в шоу «Король новичков». Однако самое интересное произошло позже. Чингук, видя, как сильно обеспокоены остальные, проявил решительность и начал тайком наблюдать за каждым из них, пытаясь подыграть, чтобы точно понять, что они делают, прежде чем сделать следующий шаг, а именно положить руку на бедро Тэхёна, при этом улыбаясь ему особым образом, как будто точно знал, что делает и зачем. У него возникло бесчисленное множество сомнений. Конечно, события годичной давности – это решающий момент для того, что произойдет в следующем году, о чем я скоро напишу в следующем видео, которое я выложу как можно скорее, потому что там явно чувствуется напряжение и интерес, по крайней мере, со стороны Тэхёна и его эксперимента.
Возможно, у него начались подростковые волнения, а Чингук просто был сбит с толку его ревностью, но он не позволил этому повлиять на химию, которая всегда была между ними, на надежду быть выбранным другим и получить шанс остаться как можно ближе. Это ясная идея того, что я хочу обсудить в этом видео. Что ж, на мой взгляд, тот, кто, возможно, пережил временный промежуток, когда флирт был более точным, с самого начала всегда был Тэхёном. И хотя многие говорили, что больше склонялись к Чингуку, безусловно, тест это прояснил. Хотя, оставьте свои мысли по этому поводу и то, что вы обдумывали во время видео, в комментариях. Обещаю, что третья часть не заставит себя долго ждать. В ней мы обсудим начало и конец развития отношений Тэкука в 2015 году, а также то, как его чувства стали еще более запутанными, принося одновременно проблемы и решения. Не забудьте подписаться на этот канал, чтобы получать больше подобного контента, а также поставить лайк, чтобы я знал, как вам понравилась тема этого видео. Также напоминаю, что если вы можете поддержать меня и этот канал, вы можете сделать это, нажав на кнопку «Спасибо», которую вы найдете внизу этого видео, а также сделать пожертвование, которое пойдет на покупку микрофона и улучшение звука видео. Большое спасибо за просмотр, и до встречи в следующем обновлении от Тэкук. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.